Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня снимаю хобби-влог. Как вы уже поняли из названия и всего остального, что тут у нас речь пойдет о новинке, которая у меня появилась. На самом деле она, наверное, уже давно не новинка, но для меня, у меня это новинка. Долго я думала, ночей не спала, надо мне это, не надо мне это. Хочу, не хочу. В общем, я решилась. И тоже купила вот эту вот акварельку «Белые ночи» с грануляцией. Ну что, я заказывала на Озон. Конечно, заказом я, ну, пока что, скажем так, не совсем довольна. В каком плане? Пока что претензии в плане эстетики, да, внешнего вида. Ну, коробка, видимо, видала. Я уже открывала, то есть она не вскрытая была, понятное дело, все было закрыто, но, видимо, видала лучшие времена. Благо для меня коробка не сильно, это не на подарок, это я себе брала. Ну и, соответственно, мне коробка, скорее всего, не нужна будет. Поэтому таких прям, ну, ничего критического не произошло. Но в любом случае это неприятно и некрасиво. Как я уже сказала, я ее открыла. И идем дальше. Пенал такой стандартненький, пластиковый, белый. Что, конечно, тоже не очень порадовало в плане, что, ну, будь он хотя бы цветным, что ли, потому что, ну, быстро белый цвет все-таки, к сожалению, а тут еще и акварель, придет в неприглядный вид. Дальше. Дальше уже вроде как все пока прилично, отлично. Что мы имеем? Акварель. Я так подозреваю, здесь палитра, но я не совсем поняла. Ну, она, наверное, не достается. То есть она здесь должна быть. Я так понимаю, в этой кувете, потому что я ее достать не смогла. Не знаю, напишите, у кого этот пенал, достается она, не достается, что я не совсем поняла, как ее достать оттуда. Вроде как все сделано для того, чтобы ее достать, но в то же время все так туго, что непонятно. Палитра была, ну, на бумаге, то есть сделать выкраску можно. Ну и, соответственно, вот это вот проверено, не проверено. Так, внешне вроде все в порядке, все отлично, краски все на месте. Не знаю уж, насколько целые, судя по коробке. Будем надеяться, что целые. Ну и что у нас, собственно говоря? Давайте я быстро открою акварельку, или даже не знаю, как лучше поступить. Как это все сделать, потому что, собственно говоря, здесь они по 3 в ряд, на выкраске по 4. И как это, я думала сначала, что так, как она лежит, так я и буду ее, эту выкраску делать. Да что такое, представляете, элементарно. Я даже не могу ее отсюда достать. Мы будем с вами ее доставать. Как-то странно вообще, конечно. И я пока не решила, как правильно это все подписать. Ну, скорее всего, так и будет идти, дабы не малевать лишнего ничего. Будем так ее и наносить с вами. Вдруг кто-то еще не видел. Вот как-то мне главное, чтобы она была здесь плотно. Ну, пока что, вот видите, целая. Это у нас мгла фиолетовая. Дальше у нас голубая мгла идет. Вроде как целые сами акварельки, что уже радует. Потому что я очень боялась, что
все это дело будет, знаете, вот я сейчас понимаю, что здесь номера, и все-таки, может быть, имеет смысл на них, я не знаю, есть здесь, нет, 629, есть номера, поэтому мы не будем тогда их, я боялась, что их тут нет, что придется потом опять доставать, подписывать. Ну, а вдруг все-таки, знаете, как номер оттенка нужен будет в плане докупить какой-то оттенок, еще что-то. Вот. Но вроде как на этих фантиках они похожи на конфеты. Знаете, когда открываешь каждый раз куветку с акварелькой, как будто конфету разворачиваешь. Я боялась, что они будут все побитые, покоцанные, но вроде бы все отлично. Хотелось бы, чтобы прям, ну, было все как положено. Итак, я распаковала все, пока сложила все так, как было, дабы не запутаться, где у меня что. Ну и хочу сначала сделать небольшую выкраску на них, а потом уже можно будет сравнивать. Наверное, нанесла достаточно густым слоем. Слишком. Давайте попробуем ее таким образом размыть. Красивый оттенок, достаточно яркий. Достаточно насыщенный, красивый, но я бы не сказала, даже, наверное, не яркий. Слишком яркого здесь, наверное, не будет, особенно если вы будете разбавлять водой. А гранулирующая краска, как все знают, любит воду. Поэтому тут скорее, наверное, даже не яркие, а все-таки приглушенные такие оттенки. Второй оттеночек у нас с вами. Он у нас голубая мгла. Посмотрим сейчас, как она будет разноситься. Ну, вот. Не очень я умею делать выкраски, к сожалению. Да и как-то, честно говоря, не всегда мне это нравится. Занятие. Я не знаю почему. Я знаю много девочек, которым прям очень нравится сам процесс выкраски. Но я как-то не очень. Вот такая вот. Это у нас кобальтовая дымка была. Следующий это синяя мгла. Вот. Такой вот прям насыщенно синий. Вот. Посмотрим, как он будет распадаться. Красивые оттенки. Да, при кажущемся такой, кажущейся яркости они все-таки больше приглушенные цвета. Следующий у нас оттенок идет, это таежная дымка. Прям название такие. Честно говоря, в начале они, знаете, так подкупили название. Прям читаешь, когда каждое название у акварельки, и уже хочется ее купить. Думаешь, вау. Ну, с такими названиями прям должны быть уже как минимум шедевры.
у вас в ваших работах, да, предполагается. Так, это у нас, что-то я с водой переборщила, уже сиреневая дымка. Была фиолетовая, а теперь вот я, наверное, более тонкую взяла кисть. Может, надо было пошире. Я боялась здесь такие вот маленькие эти окошки. Я боялась, что, наверное, не впишусь. Вот такая вот получается красота. Следующая зеленая мгла у нас с вами. Ну, прям что не название, то шедевр. Прям вау. Красиво распадается. Все, конечно, зависит еще от бумаги, от большого количества воды. Нужно тоже учесть, на какой-нибудь простой бумаге уже так красиво навряд ли это все дело ляжет. Поэтому тоже нужно учитывать. Это у нас аквамариновая, наверное, дымка. Очень красиво распадается. Дальше серо-розовая. Вот мне как-то, судя по кувете, она совсем не серо-розовая. Но, может быть, в процессе она будет более розовинку давать. Ну, хотя немного, кстати, есть. Я не знаю, видно на камеру это или нет. Очень жаль, конечно, если не будет видно. Но вот есть чуть-чуть. Есть такой розовый, скажем так, подтекст. Так, лазурная мгла. Вот такая вот интересная акварелька. Следующая у нас гематитовая дымка. Господи, название прям одно круче другого. Красивый тоже оттенок. Вот. Понравился. И последний в этой кувете у нас фиолетовая дымка. Была мгла, теперь дымка. Интересно, да? Вот такие вот интересные оттенки. Конечно, наверное, прям на 100% сравнивать с Ван Гогом ее, наверное, даже нет смысла. Что я здесь поднакосячила. Ну и что я хотела? Так. Наверное, вот этот вот оттенок хотела попробовать тоже сравнить с Ван Гогом. Прям интересно. Ну, так, знаете, чуть-чуть для себя. Ну, и, может быть, для вас. Ах, похожего, наверное, не будет такого прям супер-пупер цвета. Сейчас посмотрим. Мне просто интересно посмотреть, как они будут между собой. В общем, чтобы долго не тянуть кота за причинное место. Вот так вот оно все распадается. Я надеюсь, вам видно. Есть уже фавориты
оттенки. Это очень красивый оттенок. И если он будет в большем количестве и с большей водой распадаться, будет очень красиво. С этим пока не поняла. Может, просто у меня кисть такая. Но в целом мне нравится, если не придираться ко всему сразу. Дальше. Ну, давайте. Вот у меня 3 Ван Гог. И снизу Невская. Ну, плюс-минус по цвету, да, подходящие взяла. Не совсем, конечно, но и как вы видите, я надеюсь, будет видно, конечно же, здесь грануляции не настолько. Может, только если эти зеленые похожи. Хорошо. Но опять же, это надо все равно смотреть больше на бумаге. Рисовать, смотреть, я не знаю, сразу так. Пока что я не скажу, что прям совсем все критично и плохо. Что в заключение сказать про эту акварельку? Бюджетная, плюсы у нее бюджетность, эффектность. Ну, есть, можно добиться какого-то красивого эффекта, качества. Возможность купить поштучно тоже. Это плюс этой акварельки. И широкая пейзажная палитра. Достаточно красивые оттенки для пейзажа, особенно очень здорово. Кстати, вот этот вот серо-розовая дымка действительно дает красивый эффект. Я смотрю, сохнет, и она прям интересная какая-то такая становится. Ну, тут, наверное, еще надо дать высохнуть. Что, протестировав краски, я поняла, что они придают интересность работе, распадаются на пигменты, выпадают в осадок. Тоже мы с вами видим в целом неплохо. Это тоже в плюс. Хорошая разносимость у красочки, она имеет среднюю укрывистость. Из-за того, что краски полипигментные, использовать в смесях их нужно очень аккуратно, чтобы не получилось грязи. Достаточно такие темные приглушенные оттенки, что если вы что-то будете смешивать, может и грязь получиться. Да и в целом они очень живописные именно в чистом виде, поэтому я не думаю, что имеет смысл здесь сильно их намешивать. Большинство из представленных цветов очень хорошо подходит для пейзажной тематики, а также для крупной заливки фонов тоже. Я думаю, это в плюс. Ну, лично мне не хватает здесь более ярких цветов, как у Ван Гога. Прям насыщенных, ярких, каких-то поинтереснее немножко, да, поярче. Но это тоже не проблема. Что еще сказать? Важная особенность заключается в том, что краска ляжет нужным образом на хорошую бумагу. Как я уже говорила, такая она более зернистая должна быть бумага. Мне кажется, не менее 300 грамм плотностью. Ну и что еще? Одним из явных преимуществ данной серии является ее соотношение цена-качество. Да, как вот, допустим, у Ван Гога, да, 450, если не ошибаюсь. Ну, плюс-минус была, по крайней мере, цена на акварельку. Ну, я сейчас говорю про тубу там или куветку одну, кто что берет. Вот. Ну, а на белые ночи в среднем на одну кувету 194, ну, 200 рублей одна куветка будет. Сейчас не знаю, может быть, я до этого смотрела поштучно их наборами. Может быть, немножко что-то изменилось. В общем, в целом, я довольна акварелькой. Буду пробовать, буду красить. Однозначно можно сказать, что брать стоит. Кто любит особенно акварель, кто любит акварелить, я думаю, это в принципе можно взять этот набор. Тем более, что если вы любите раскрашивать или рисовать, неважно, пейзажи, то однозначно этот набор подходит. Я думаю, имеет место быть. Я в целом довольна. Ну, как я уже сказала, за исключением, не совсем я поняла этот пенал. Во-первых, пока доставала эти куветы, чтобы распаковать
половину ногтей чуть не оставила в самом пенале. Я думала, он будет какой-то поинтересней. Ну, как минимум, хотя бы синий или что-то в этом роде, смотря на коробку и так далее. К сожалению, нет. Ну, и я смотрю, здесь везде рисуют... Я не знаю, не уверена, должна быть здесь в наборе кисть или нет. Здесь... так. Не написан состав, наверное, нигде. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки раз уже продается в пенале набор, чтобы ну, хоть какая-то была все-таки здесь кисточка. Не знаю, может быть, она где-то что-то затесала, завалилась, что, конечно, маловероятно. Хотелось бы, чтобы тогда уже была и хоть какая-то кисточка. Понятное дело, что каждый рисует своими кистями, какие ему нравятся, но, тем не менее, согласитесь, если вы, допустим, взять с собой в дорогу, если бы здесь была какая-то хоть простенькая кисточка, такой дорожный вариант было бы тоже очень приятно. Ну, а в целом я акварелькой довольна. Но вот немножко не совсем поняла, что делать с этой палитрой. Так на ней прям рисовать, тогда ее помыть. Вопрос как? Скорее всего, она все-таки должна оттуда доставаться. В общем, это все, наверное, что я хотела сказать про эту акварель пока. Рисовать и краснее пока что не пробовала. Я сейчас, не знаю, вообще в планах... Мне бы хотелось все-таки на эту сторону все-таки одеть. Не надеть, приклеить вот эти вот... вырезать бумажечки с номерками, с названиями. Ну, не знаю. Пока думаю, буду я это делать или нет. Или все-таки взять просто с обратной стороны над каждым цветом поставить номер оттенка. Пока не уверена, как это лучше сделать. Сейчас сяду, может быть, вырежу их какими-то тонкими полосками. Не знаю, стоит заморачиваться уж настолько или не стоит. Или просто взять с обратной стороны номер цвета поставить. Пока не определилась. Ну и, может быть, что-нибудь попробую ими раскрасить. Я взяла раскраску сирены. Не буду говорить иллюстратора. Не выговорю сейчас его имя. И решила попробовать вот эту акварель. К сожалению, на улице сегодня прям ужасно пасмурно. Несмотря на то, что день я уже стараюсь снимать днем. Благо есть на это куча времени. Но, как вы видите, ничего не меняется. Погода не позволяет. В общем, не суть. Я сейчас не об этом. Решила я все-таки попробовать эту акварель где-нибудь в раскраске, ну так как мы красим. И мне стало интересно. Видите, акварель как никогда прям вот сюда она прям просится. Вот в эту раскраску. Здесь оттенки как раз для, мне кажется, для этой акварели. Ну, пейзажи я не очень, фактически не крашу. А вот для таких вот иллюстраций она прям акварель самое оно. И бумага здесь акварельная. И рисунки такие, знаете, располагают и акварелить, и цвета как раз у этой акварели, мне кажется, прям сюда вписываются. По крайней мере, вот этот серо-розовая, что у нас там, дымка, да, прям сюда хорошо идет. Но, как ни печально, есть даже тут один нюанс такой, одно но. Здесь типографская краска, по большей части на фоне. Очень много ее здесь. И, как вы знаете, она не пропускает акварель, как хотелось бы. И вот не получается того, наверное, прям полного эффекта, как мне бы хотелось того. Но в целом я прям довольна, мне очень нравится. Пытаюсь где-то подкрашивать, подделывать, но, к сожалению. Вот видите, здесь вот она прям лужа стоит и все, не пропускает акварель. Скажем, что мы видим? Вот она лужица. Я ее уже прям несколько раз кистью аккуратно промакиваю. Но, увы и ах.
Но в целом, как вы можете видеть, сюда акварель прям вот напрашивается именно это. И здесь она на фоне, как мне кажется, прям хорошо зашла. Мне понравилось. Остается подождать, чтобы это все высохло. Где-то темнее, где-то светлее. Это тоже нормально. Меня устраивает. Пусть будет. Ну вот печалька только в одном, что здесь даже видно, наверное, в некоторых моментах вот такой серо-розовый вот на крыле видно. Здесь она прям сильно, особенно по краю, вот эта вот типографская краска. И она не пропускает воду, соответственно, не пропускает акварель, держит. И, конечно, жалко, очень жаль. Было бы гораздо круче, если бы она полностью, потому что бумага здесь очень хорошая. Я специально ее брала для этой раскраски, потому что знала, что здесь вот такие акварельные рисунки больше. Но, увы и ах. Ни одно, так другое мешает. Ну, ничего страшного. Я надеюсь, вам видно. Вот такой вот получается результат. Мне очень нравится. Я довольна. И для каких-то вот сложных фонов она, конечно, вообще вау. Подождем, когда подсохнет. Мне прям самой интересно посмотреть, что получится в более сухом виде. Когда она уже совсем высохнет. Здесь вот что-то меня смущает немного, что оно более темное, что ли. А здесь более такое светлое. Хотя, с другой стороны, может, тень как от крыла. Почему тоже? Тоже может быть, тоже имеет место быть. Вот такая вот замечательная иллюстрация получается. Так, раскраска это у нас вот эта сирень. Автора у меня здесь он, по-моему, и не записан, не выговорю, к сожалению, иллюстратора. Но очень шикарная раскраска. Я довольна, что у меня есть хотя бы такой вот вариант в PDF на нее. Вот так вот красиво это все смотрится. Буду раскрашивать. Не знаю. Здесь очень много. Но она вся у него такая достаточно темная. Очень много вот этих черноты этой даже на фоне. Что, конечно, не очень. Ну и качество PDF было не вау, поэтому, конечно же, к сожалению, как есть. Ну, сейчас не об этом. Вот такой получается рисунок. Вот такой получился длинный влог. Я надеюсь, кому-то он был полезен, кому-то был все-таки интересен. Мне самой было интересно попробовать, но буду ждать, когда высохнет у меня акварель. Не знаю, как еще добавить цвета сюда. Все-таки мне нравится. Здесь вот не настолько все плохо. Не знаю, можно, конечно, попробовать в теории немного размыть, потому что я тут елозила. Один, так сказать, косяк пыталась закрыть, поправить, подправить, и, может быть, более темным таким прям уж неоднородным получилось. Но, с другой стороны, опять же, как я уже сказала, мне это тоже вполне устраивает. Вот. Может, пусть будет здесь. Не так, может, будет темно, как кажется, да? Но, с другой стороны, опять же, как я уже говорила, чем плотнее цвет, тем интереснее получается фактура. Вот это вот грануляция. И тоже по-своему это все интересно. Ну вот, может, немножко получилось размыть. Не настолько, как хотелось бы, но не настолько. Видите, оно на 100% не ляжет так, как хочется, из-за типографской этой краски. Ну а в целом мне эффект очень-очень понравился. Вот такой получился влог. Надеюсь, кому-то была полезной, кому-то понравится. Пишите комментарии, кто уже пользуется. Пишите, где вы раскрашиваете, в каких раскрасках этой акварели. Будет интересно почитать. Может быть, тоже попробуем.
пораскрашивать. Ну, а я буду прощаться с вами. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всем хорошего осеннего настроения и пока-пока.